Всем привет, с вами Дэн, и у нас Сквалия. Я знаю, что этот бренд очень любят в России, и на канале в том числе. А сегодня особенная версия, как видите, Marino Militare, да, это итальянские ВМС, так называются. Ну и вот в такой вот спецкоробочке лимитка, всего 500 штук таких выпущено. Давайте смотреть, давайте знакомиться. Ну, Сквалия — это итальянская семья, выпускает, собственно, швейцарские часы. Достаточно давно, раньше они занимались производством корпусов на аутсорс для многих-многих, в том числе очень знаменитых швейцарских компаний, а потом вот они решили выпускать сами часы. Где-то в 60-х было, если я правильно помню. И с тех пор у них появилось несколько культовых моделей. Сегодня, наверное, самая популярная коллекция Сквали 1521. Ну, это такой красивый буклетик в честь вот этой лимитки 500 штук. И, кстати, все основные характеристики здесь у нас расписаны. Давайте сразу по нему пройдемся. Селита здесь версия Elabor SW201, 120 кликов по безелю. Вставка алюминиевая, суперлюминовая есть на безеле. Значит, корпус 316L, размерчики все здесь, 42 мм диаметр, высота 12,5 и 500 метров водозащиты. 500 метров, это ого-го. Значит, ну для всей линейки 500 метров это стандартная водозащита, потому что это их, считайте, такой самый мощный, самый профессиональный дайвер для Сквали. Очень красивая застежка, ремешок резиновый в комплекте второй, да, ну как раз вот для погружения, что называется, пригодится. Очень приятный, кстати, такой пухленький, но гибкий, мягкий и удобный, я подозреваю, в обычной повседневной носке. Круто. И такой, знаете, бакля аж такая тяжеленькая. Ну ладно, самое главное, это, понятное дело, часы, а не бакля ремешка второго. Давайте перейдем, собственно, к часам. И, ой, красота-то какая. На самом деле, вот не зря эту линейку у них любят больше всего, потому что действительно корпус вот прям он узнаваемый. То есть, когда на этот корпус смотришь, сразу понимаешь, что это Сквали. Это их корпус еще давней-давней разработки. Многие компании потом скопировали, похожее что-то стали делать свое. Но, естественно, Сквали это первопроходцы. Да. Кстати, важно то, что Сквали официально продаются в России. Я оставлю ссылку на их российский сайт. И так что можете зайти посмотреть. Там практически все новинки оперативно появляются, что не может не радовать, согласитесь. Потому что бренд крайне интересный. Так, значит, такая небольшая аккуратная заводная головка. И она прям вот у отметки 4 часа. И она полностью практически завинчивается в корпус. Что удобно, потому что она вообще никаким образом ни за что не зацепится. Да? Прикольно, классно сделано. Кстати, хочется, знаете, что посмотреть по ремешку. Сколько же здесь у нас получается? 20, так. 20. То есть, если что, можно будет и сторонние ремешки. Так, а от ушка до ушка что-то я вот не обратил внимания. 49,2. Ну, давайте, ладно, раз по размерам прошлись, характеристики обсудили, давайте на запястье приложу. Мое запястье 18,5, ну вот что получается. Слушайте, аккуратно. Да, они такие не самые низкие, но при этом ушки хорошо уходят вниз. Ушки прям аж, можно сказать, запястье обхватывают. И ремешочек крепится достаточно близко к корпусу, что удобно и красиво. И сразу вот так обхватывает запястье. Классно. И нравится мне надпись такая Marino Militare. Прикольно. Но, честно скажу, мне нравятся, наверное, все версии в этом корпусе, потому что реально вот, пожалуй, самый интересный корпус у Сквали. Хотя у них много интересных моделей, но вот этот мне нравится больше всего. И думаю, надо когда-то в коллекцию заиметь что-то из линейки 1521 обязательно. Вот у них какое-то есть такое ощущение, с одной стороны, винтаж, а с другой стороны, ну, это очень классно исполненные часы. Об этом мы чуть позже поговорим. Сейчас вот хочется обратить внимание на то, что у них есть вот эти винтики сбоку безеля, да, где можно подкрутить, если вам нравится, чтобы он был пожестче, хоть хотите, чтобы он был помягче, это все настраивается. Как на Брайтах, кстати. Четкий, мощный, уверенный безель. Такой, знаете, мужской звук, я бы сказал, у безеля. Класс. Шикарно. Плоское стекло, поэтому бликов минимум, и это хорошо. Все-таки мы с вами говорим про дайверские часы. По читаемости здесь все просто прекрасно. Нравится, конечно же, их такая классическая контрастная минутная стрелка. Она
тоньше, она длиннее намного, чем часовая, поэтому с читаемостью проблем не будет, в том числе и под водой. И, ну, класс, да. Тут еще и дата аккуратно уместилась у отметки 3 часа. В принципе, она такого же, да, белая подложка, с одной стороны, вроде бы, да, но с другой стороны, здесь белый люм на метках, поэтому хорошо, гармонично достаточно смотрится. Ну, опять же, классическая для скваля секундная стрелка, и здесь в данном случае оранжевый такой наконечник, да. Но в этой версии вот этот пластиковый бокс, он специально идет как лимитки, плюс дополнительный каучуковый ремешок. Это не во всех версиях, вот в этой лимитированной он как раз есть. В России, кстати говоря, эти часы стоят 135 тысяч рублей. Как я уже сказал, ссылку оставлю в описании к ролику. Ремешок, который здесь идет по умолчанию с оранжевой прострочкой, хорошо сочетается с оранжевыми акцентами на циферблате. Он такой прям, да, спортивного плана ремешок, пухленький такой, плотный, но тоже очень мягкий. Вот в сквале всегда хорошие ремешки, и в этом случае не исключение. Правда, нет системы быстрой замены, чего хотелось бы. Но сделано классно, да, сделано в Италии. Микрофибра, да, обратная сторона у нас уже идет такая оранжевая. На задней крышке указано, что это лимитка, 50 атмосфер, сапфировое стекло, Swissmade, и здесь герб как раз таки итальянских ВМС. Круто. Ну, давайте посмотрим чуть более детально на корпус. Он здесь сложный. Здесь, видите, вот характерные такие прям резко идущие вниз ушки. Как будто опоры моста такие получаются. За счет этого как раз таки удобная посадка. И ушки немножко даже как бы скрадывают высоту корпуса. Хотя корпус сам по себе невысокий. Для дайвера с такой водозащитой, ого-го, реально классно. Шикарное здесь идет сатинирование по боковой части. Ну, не мудрено, потому что корпуса сквали так уж умеют точно делать. Очень нравится вот этот нюанс, посмотрите, на ушках, когда идет такой как будто бы галочка здесь. На гранях зеркальная полировка, а все остальное с сатинированием. И вот здесь получается такая галочка по боку. Офигенно, просто шикарно смотрится. Первый раз вижу такое решение. Ну, это вкусно. Это со вкусом. Это прям по-итальянски, да, по-итальянски. Хотя это Swissmade, понятное дело, но как и в случае с Panerai, понятно, откуда корни и кто, собственно, всем рулит, кто занимается дизайном, вот такими маленькими нюансами. Сам безель тоже, посмотрите, такой объемный, получается, у него очень большая боковая часть, поэтому за него удобно браться, удобно держать. Но при этом, кстати, классно сделано. Вот здесь ничего нигде не режет, ничего. Вот, хотя звенящая, опять же, как будто бы резкость по граням, но все очень аккуратно сделано. То есть нигде ничего не цепляет, нигде ничего не царапает. Шикарные корпуса, конечно, потрясающие. Я бы сказал, что корпуса уровнем в разы просто выше, чем эти часы стоят. Круто. Между ушками тоже шикарно они отполировали. Сатинирование там у нас. Ну и корпус. Глубина корпуса ощущается, потому что, смотрите, такое внутреннее кольцо, оно чуть-чуть сужается к самому циферблату. И добавляет это объема, такой глубины. Нравится мне то, что красивый такой черный, но при этом он немножко переливается, сам циферблат. За счет этого, ну, поэффектнее, да, модель смотрится. Если бы это было матовый, то, наверное, не так эффектно было. А здесь прям классно. Накладные метки, секундная разметка есть, минутная разметка, очень аккуратно встроена, кстати говоря, и не перенасыщает циферблат. Ну и логотип, да, скваля. Да, вкусняшка, очень круто. Так, давайте посмотрим теперь по весу, а потом уже перейдем к макро. 98 грамм, да, они чувствуются на запястье, это приятно. И, кстати, еще вот важный нюанс. Здесь с одной стороны круглый такой корпус, а с боковой, где заводная головка, он идет немножко угловатый уже, по-другому они сделали. Интересное решение, необычное, я бы сказал. Ох, шикарный, конечно, цифр у этой модели. Просто классно здесь все исполнено, реализовано, метки, разметка, класс. Ну, это не первые сквали на канале, и, знаете, всегда они вот про качество. И, конечно же, про стиль. Круто. Ну, что хочу сказать по итогам. Мне кажется, классная модель. Лимитка вот особенно, да, в ней есть какой-то прям неимоверный стиль. Они красивые, они функциональные, они хорошо узнаются, классно исполнены. И, повторюсь, на мой взгляд,
они стоят даже дешевле, чем они могли бы стоить с учетом качества их исполнения. На этом у меня все. Всем пока. С вами был Дэн. Конечно же, увидимся.